Человечество настолько сильно зациклено само на себе, что постоянно забывают золотое правило, сформулированное Антуаном де Сент-Экзюпери: мы в ответе за тех, кого приручили. В мире огромное количество бездомных животных, которые в лучшем случае выживают, а в худшем ежедневно терпят многочисленные издевательства. Одним из таких был кот Хлопок. Когда его нашла Кармен Вайнберг, он был в ужасном состоянии. Голодный и измученный, страдающий от клещей и чесотки, кот не мог даже открыть глаза. А слепому коту уж точно долго не протянуть. Женщина-основатель организации Animal Friends Project Inc. без раздумий взяла беднягу к себе. Кармен уже давно работает с бездомными животными. Благодаря ее деятельности множество животных получили второй шанс и любящие семьи. Большинство этих кошек нуждались в стерилизации и уходе, и многие из них были больны и травмированы, а люди и организации, похоже, не особо помогали им. Я предполагала, что, привлекая внимание к этой проблеме, люди станут друзьями животных и захотят им помочь, рассказывает женщина. Мой муж, сын, дочь и сестра очень помогают. У меня есть несколько волонтеров и воспитателей, но большую часть координирования и работы я выполняю сама, так как я посещаю районы с низким уровнем дохода, где живет большинство котов. В первую очередь Кармен вымыла Хлопка, а после сытно накормила. Затем она начала ухаживать за беднягой, мазала его кремами и кокосовым маслом, давала антибиотики. Коты, такие как Хлопок, зависят от людей, так как они не всегда могут попросить о помощи. Я уверена, что многие люди проходили мимо него из-за того, что он выглядел больным. Но он просто ждал, чтобы кто-нибудь дал ему шанс, поделилась мыслями Вайнберг. Метаморфозы, происходящие с котом, были поразительными. Понемногу котик начал возвращаться в форму и даже пытался вновь открыть глаза. Сложно переоценить значение самой обыкновенной заботы. Неудивительно, что кот очень привязался к женщине. Да и Кармен отвечала взаимностью. Но самый большой сюрприз ждал ее впереди. Когда Хлопок сумел открыть глаза, оказалось, что у него гетерохромия. Мы думали, что он слеп и что этого уже не излечить, объяснила Кармен. Ветеринар думал, что даже когда его глаза восстановятся, они могут быть повреждены, но реальность оказалась совсем другой. Это был такой чудесный сюрприз. Его глаза просто прекрасны. Спустя несколько месяцев в Хлопке сложно было узнать того самого полуживого кота. Он опять стал активным и веселым животным. Кармен получила множество просьб отдать кота в другую семью, но они так сильно сдружились, что она отклонила все предложения. Мой совет: пожалуйста, не игнорируйте их. Любой может помочь животным. Многие больные бездомные кошки дружелюбны, и их очень легко положить в клетку и отнести к ветеринару, умоляет Вайнберг. А вот каким Хлопок был, когда только попал в руки Кармен. К сожалению, таких людей, как Кармен Вайнберг, все еще очень мало. Большинство из нас слишком увлечены собой, чтобы просто посмотреть по сторонам. Равнодушие стало отличительной чертой человека. Ведь даже если нет возможности помочь самому, обстоятельства все-таки бывают разными, всегда можно сделать фото и разместить его в социальных сетях. Те, у кого есть свободные средства, всегда могут скинуть пару сотен на счет какой-либо организации или приюта. Но никто этого не делает, и это очень грустно. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.